Всем привет! Хотелось бы сказать пару слов о моем любимом сёнэне One Piece. Я люблю его даже больше, чем Hunter x Hunter, не говоря уже о Бличе и Наруто, а клинок, рассекающий демонов, даже рядом не стоял. One Piece прекрасно смотрится в любом возрасте и играет на более широкую публику, чем другие сёнэны. Я понимаю, что многие боятся смотреть большие франшизы, почти 1000 серий, и выпуск все еще продолжается, действительно внушительный размер. Но даже делая это видео, многие моменты меня трогают так же, как и в первый раз, и возникает желание пересмотреть. Лучшим показателем того, что One Piece все же стоит внимания, я считаю, что, посмотрев несколько сотен эпизодов, ты понимаешь, что лучше бы в нем было не 1000 серий, а гораздо больше. В общем, очень советую посмотреть каждому анимешнику. Я хотела бы выделить 10 моих любимых сцен из One Piece. Само собой, здесь будут массивные спойлеры. Ну что ж, начнем. Арка Триллер Барк была слегка затянутой, да и в целом не была насыщена эпичными моментами. Даже битва с Озом мне показалась достаточно слабой, но появление в конце Бартолом Юкумы сразу же вызвало интерес. Перед нами новый загадочный персонаж, который невероятно силен, плюс он встречает Мугивар, когда они истощены после битвы, а Луфи вообще в отключке. Мне очень понравилось то, как показали сплоченность команды в этой сцене. Пока Луфи лежит без сознания, сначала Санджи, а затем и Зоро предлагают отдать свои головы вместо Луфи. Особенно мне понравился момент, как Зоро, понимающий упрямство Санджи, просто вырубает его. Ну а самое классное, конечно, что, совершив такой геройский поступок, Зоро не бахвалится этим, а наоборот говорит, что ничего не случилось и сохраняет все в тайне. И я считаю, это поступок настоящего мужчины. Один из самых загадочных персонажей One Piece. Кто же он такой, до сих пор не ясно. Появление Соги Кинга на экране было очень эпичным. Кстати, в Триллер Барк он мне тоже очень понравился. Ну и, конечно, этот момент показывает нам, что Усоп, даже будучи в ссоре со своими друзьями, поможет им, пусть и не сам, но призвал супергероя им на помощь. А какая же у него песенка? Это точно тот герой, которого мы заслужили. Первая серьезная битва между членами пиратской команды. Естественно, я не могла обойти ее стороной. Мое сердце обливалось кровью на этом моменте. Помню, как еще в опенинге я увидела, что Усоп ударяет Луфи ракушкой, и думала, это такой обман от создателей? Или это действительно спойлер? Оказалось, что битва все-таки состоялась. Эмоциональный эпизод очень сильный, и причина, по которой они сражаются, тоже. Хотя, конечно, и осталось ощущение, что все это произошло из-за банального недопонимания, и драки можно было бы избежать. Приятно то, что нам показали, как изобретательность Усопа может сильно сыграть, если он берется за дело серьезно. Но от слез Мэри мне правда было больно. Возможно, мне стоило включить Чарльза в свой топ раздражающих персонажей, но я вспомнила о нем совсем поздно. После того, как я по-настоящему возненавидела Чарльза, а ненавидеть и правда есть за что, было таким наслаждением увидеть, как Луфи ломает его лицо. Я прямо сидела и болела, ну давай же, Луфи, вмажь этому подонку. И Луфи, не задумываясь о последствиях, просто делает то, что считает правильным. За это его и любят. Правда, последствия действительно оказались ужасными, но тот смачный удар явно того стоил. Эта сцена 3 в одном. Сюда я включаю и один из лучших флешбеков с раскрытием персонажа Робин. Флешбэк действительно трогательный, особенно тот момент, когда Робин, потерявшая близкого друга, пытается смеяться, как он ее учил. Сцена, где Робин кричит «Я хочу жить», поставлена идеально, аж мурашки по коже. Даже когда всемировое правительство ополчилось против Робин, ее товарищи по команде не могут принять такого и будут спасать ее, даже если она сама смирилась со своей участью и приняла свой грех. Хотя никакого греха я там не вижу. Ну и самое главное, момент, когда Луфи в ответ просит Соги Кинга сжечь флаг мирового правительства. Выражение лица Спандама бесценно. Он просто не может понять, что кто-то способен принимать такой риск и бороться даже против сильнейших мира ради своей свободы и спасения своих друзей.
Это переломный момент сюжета. Горе Луфи, гнев Белоуса и Гарпа, жесткость Акаину. Смотря на все это, сложно остаться равнодушным. Видя, как сгорает библикарта Эйса и как рассыпаются его бусы, несмотря на свои догадки, у меня все равно в голове вертелась мысль: это не может быть правдой, это же One Piece, тут никто не умирает. Его последние слова об их опекунше тоже тронули меня до глубины души. Вспоминая момент после окончания войны, когда Гарп возвращается в родную деревню и встречает Дадан, мне было искренне жаль ее. Насколько же крепка была связь между ней и оборванцами, повешенными на нее, о которых она совсем не просила. Еще одна битва между членами отряда соломенных шляп. Но здесь меня впечатлила даже не сама битва, а то, насколько стали близки Санджи и Луфи, пройдя через столько испытаний. Меня особо тронули слова Луфи о том, что когда Санджи бьет Луфи, больно самому Санджи, и признание того, насколько Луфи нуждается в своей команде. Без тебя я не смогу стать королем пиратов. Это было действительно сильно. Хоть в One Piece никто и не умирает, ну почти. Смерть этого персонажа была для меня ожидаемой. Это сильная метафора того, что пришел конец старой эпохи и наступает новая. Сам Белоус при первом появлении казался скорее негативным персонажем, но с его раскрытием в арке Маринфорда становится ясно, что это человек с добрым сердцем и широкой душой, который не гонится за великими целями. Все, чего он хотел, это команду, каждого члена которой он мог бы любить как свою семью. Сама смерть очень эпична. Тот факт, что он умер стоя, дополняет ситуацию. Даже умерев, он внушал страх в сердца своих врагов. Вот каким великим человеком он был. А его последние слова – это счастье для любого фаната. One Piece действительно существует. Я была очень рада этому подтверждению, ведь сомневаться в словах Белоуса не приходится. One Piece ва! Дицзай сру! Мне в целом очень понравилась арка острова Рыболюдей. На протяжении всей арки перед нами поднимаются темы расизма и ксенофобии, а сцена переливания крови в конце идеально подводит черту. Важным моментом, на мой взгляд, является то, что когда Луфи нуждался в крови, и народ Рыболюдей услышал об этом, мы видим сомнение и страх на их лицах, несмотря на то, что они считают Луфи героем, спасшим их остров. Просто ими управляют старые стереотипы и страх перед законом, а Дзинбэй, отдавший свою кровь, пробивает эту уже надломившуюся стенку и показывает нам, что порой наступают времена, когда старые обычаи должны быть отброшены. Сами слова и посыл во время сцены хоть и достаточно просты, но бьют ровно в цель. Идеально поставленная сцена, и музыкальное сопровождение в ней тоже прекрасно. Мэри, 海面は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。 Я уже давно смотрю аниме, и когда мне советуют что-то со словами «я рыдал во время просмотра», я почти уверена, что вряд ли это тронет меня до слез. Но кто бы мог подумать, похороны корабля. Вот что заставило меня пустить слезу. Ведь это не просто корабль, а член команды пиратов, и эта связь выстраивалась на протяжении не одной сотни эпизодов. Момент, когда Мэри спасает Мугивар из-под обстрела в Энис-Лобби, смотрится как какой-то сюжетный костыль и чудесное спасение, но я была действительно рада, что Мэри вернулась. Позже One Piece показывает нам, что простого чуда не будет, и Мэри все же разваливается на куски. В итоге команда принимает решение захоронить корабль по традициям викингов. Песня, играющая во время флешбека с Мэри, великолепна и трогает душу. Прежде чем поджечь Мэри, Луфи произносит очень трогательные слова о том, что на океанском дне холодно и одиноко, и поэтому они будут с ней до конца. Словами «хорошо, что Усоп этого не видит», Луфи показывает, что несмотря на их ссору, он все еще заботится о его чувствах. Эмоции Согекинга в этот момент просто нечто.
だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。こう破ったこともあるしよ。Вот таким был мой топ-10 моментов One Piece. Пишите в комментариях, какой момент лучший по вашему мнению. Ну и если уж вы досмотрели до конца и было интересно, поставьте лайк и подпишитесь. Если вы еще не смотрели One Piece и боитесь, что спойлеры испортят впечатление от просмотра, то вы ошибаетесь. Я очень советую посмотреть его. Всем спасибо за просмотр. Пока.